Итак, расскажу о второй машине нашего парка. Это УАЗ Хантер. Самый, на мой взгляд, интересный автомобиль. В первую очередь потому, что, в принципе, сделан он большей частью самостоятельно. То есть такой готовый купить невозможно. Здесь у меня получилось как? Я купил отдельно игрушку УАЗ Хантер. Ну вот ссылочка сейчас будет видна. К огромному сожалению, именно этот автомобиль уже в продаже. Я, по крайней мере, не могу найти именно эту игрушку. Но есть другие варианты цветового исполнения. Вот, например, вот этот вполне подходит. Ссылочку я также выложу в описании к видео. Игрушка УАЗ Хантер просто обычная инерционная детская игрушка. Вот. Использовал от этой игрушки кузов, выкинув шасси и вот эту вот инерционную начинку. Использовал кузов от нее. Шасси взял от ВПЛ C34. В выбранном мной наборе соли было само шасси, двигатель, коробка, все стоковое. Ну и, естественно, элементы ходовой. Электрику взял старую от Урала с пропорциональным управлением. Хоть я и в этой машинке использовал пульт, оставшийся у меня от другой, но в принципе именно этот пульт, именно эту систему управления вполне спокойно можно купить и отдельно на Али. И вот еще у нас есть один интересный дополнительный блочок, про который тоже вам расскажу. Итак, что у нас здесь, в этой машине? Открываются... тут еще у нас есть водитель, пилот, так сказать. В этом лоте есть достаточно много различных фигурок, но я выбрал наиболее нейтральную, такую не футуристичную, так скажем, которая бы подошла именно в качестве водителя УАЗика. Сидит вот он тут. Отсек для батареек у нас находится в багажнике. Вот. Здесь же в багажнике имеется интересный один включение интересного устройства. Итак, по порядку. Сейчас мы подключим быстренько. Аккумуляторы я здесь предпочитаю использовать от ВПЛ Е1 маленькие. Выбор именно этих аккумуляторов обоснован тем, что они небольшие, достаточно легкие, и на этой самой маленькой небольшой машинке не создают ненужного перевеса назад. Вот, подключаем. Загружаем в батареечку. Включение стандартно для ВПЛ. Вот они у нас. Мигают фары, и обратите внимание, еще мигают поворотники. Мигающие поворотники — это дополнительная функция, отдельный модуль. Вот такой достаточно компактный модуль поворотников. В нем есть сразу готовые лампочки, но лампочек только 4. Соответственно, если делать передние поворотники, передние повторители и задние поворотники, то надо уже придумывать самостоятельно дополнительные лампочки сюда присоединять. А так, вполне неплохой модуль. Сзади у нас поворотники, к сожалению, повторителей нет, потому что вот эти вот фары здесь предусмотрена только
Предусмотрены они только под одну лампочку. Может быть, со временем доделаю, поменяю. Так что поворотники у нас реализованы только спереди. Основной и повторитель. Скажем так, не совсем я доволен этим модулем, потому что под нагрузкой что происходит с машинкой? Если машинка испытывает повышенную нагрузку или еще вот каких-то на важных суровых препятствиях, модуль поворотников он уходит в перегрузку, перезагружается, к сожалению. Но тут уже я ничего не поделаю, пока так. Далее присутствует у машины лебедочка с шлюзом. Лебедка здесь использована стандартная. Поизгалялся, сумел ее установить под капотом. В этой модельке места достаточно. Единственное, что пришлось разрезать впереди бампер для того, чтобы сделать выход троса лебедки. Разрез получился не очень аккуратный, поэтому я добавил еще вот такой вот алюминиевый клюз небольшой, который скрыл, собственно говоря, неаккуратность этого разреза. Теперь о вот этом вот дополнительном пультике, который висит здесь у нас на руле. Это еще одна интересная штука. Здесь же в багажнике у меня стоит дополнительный выключатель. Сейчас я его включу. В салоне загорается красивая зеленая подсветка. Сделано это для того, чтобы не было, чтобы не забыть выключить лебедку. Дело в том, что лебедочка здесь реализована отдельно от основного пульта. Соответственно, отдельный блочок вот с этим вот пультом открываем и, пожалуйста, рабочая лебедочка. Достаточно неплохо тянет. Вот, но соответственно, потребляет энергию. Для этого я ее убрал, точнее, сделал ей отдельный выключатель. Вот такой дополнительный модуль управления лебедкой я здесь использовал. Достаточно удобный компактный брелок. Сам модуль при этом упакован в коробочку, и в принципе в этой модели места и даже под коробочку хватает под капотом. Либо же, если где-то ее пытаться втиснуть там, где меньше места, коробочку можно выкинуть, там плата внутри, которая еще меньше места занимает. Достаточно интересное и удобное решение. Еще один, на мой взгляд, немаловажный момент касается шасси. Вот обратите внимание, здесь стоят две машинки, которые в принципе на одном и том же шасси. Land Cruiser у нас на том же шасси C34, на котором я и собирал УАЗик. Но посмотрите, пожалуйста, на колесную базу. Вот так вот будет хорошо видно. Посмотрите. Колесная база насколько отличается. Из-за этого мне пришлось мало того, что подрезать раму этого УАЗика, еще и вот обратите внимание, на рычагах стоят здесь такие присутствуют шишечки. Что это такое? Из-за того, что колесная база здесь короче, мне пришлось резать рычаги и сращивать их с помощью обычного суперклея и соды. Вот. Соответственно, опять же, из-за этого же я не могу перейти на стальные карданы, потому что только пластиковые карданы позволили мне сделать их такими коротенькими. Все металлические карданы, которые я пытался сюда внедрить, они все большего размера. То же самое касается и коробки двухступки, то же самое касается и, соответственно, металлических мостов. Любые изменения отхождения от стока не дают мне возможности, так скажем,
Любые отхождения от стока приводят к тому, что машина не едет. Что только не пытался сделать, ничего не помогает. Ну, ничего страшного. У меня, собственно говоря, со всего моего автопарка собралось достаточное количество стоковых мостов и пластиковых карданов по мере расходования, по мере выхода из строя. Будем их просто заменять. И, собственно говоря, все, пассажир, он же пилот, и машинка. Сейчас мы посмотрим, как она ездит. Итак, вот она, наша машина. Коробка здесь одноступенчатая, простая. Еще один момент, про который я забыл здесь упомянуть, это диски. Диски здесь металлические, на бэдлоках. Вот такие я взял диски. Купил сразу с резиной. Резина приятная, мягенькая. Диски взял металлические по той причине, что я хотел сместить немножечко центр тяжести вниз у машинки, которая получилась достаточно высокой. Итак, пробуем снова, как у нас то же самое препятствие будет преодолевать этот автомобиль. За счет своей более интересной геометрии ему легче заехать на начало этого препятствия, но дальше ему просто банально не хватает мощности подняться. Итак, как мы видим, самостоятельно машина подняться не может за счет отсутствия пониженной передачи, но у нас есть лебедка и якорь. А это значит, такие препятствия нам вполне по плечу. И, собственно говоря, все. Машина поднялась и готова к дальнейшим путешествиям. Дальше уже все, конечно же, гораздо проще. Пожалуйста. И сюда мы уже можем подняться задом, передом, боком, неважно каким образом. Потому что, в принципе-то, машинка очень хорошо проходимая и способная.